Привет, друзья! Сегодня приготовим очень вкусный чизкейк. Он у нас будет карамельный, а сверху мы его покроем карамелью с фундуком. Готовится все очень просто, самое главное соблюдать правильную технологию приготовления, и у вас все получится. Для основы чизкейка будем использовать песочное печенье, а также растопленное сливочное масло. 200 грамм песочного печенья измельчаем в блендере. Отправляем в миску для смешивания, добавляем 100 грамм растопленного сливочного масла. Хорошо все перемешиваем. Выкладываем в форму для выпечки. Диаметр моей формы 16 сантиметров. Дно и бока я устелила пергаментом. С помощью ложки формируем бортики, а затем с помощью стакана тщательно придавливаем дно и бортики. Отправляем основу в холодильник минимум на 40 минут. Приготовим чизкейк. 10 граммов кукурузного крахмала смешиваем с сахаром. Сахара должно быть 70 грамм. В миске у меня 500 грамм сливочного сыра, к нему добавляем сахар с крахмалом. Венчиком очень медленно, аккуратно все вымешиваем до однородности. Можно использовать миксер на минимальной скорости. Добавляем яйца комнатной температуры. У меня 2 яйца среднего размера. Если у вас крупные яйца СО, добавляйте 1 яйцо и 1 желток. Добавляем 80 грамм сливок жирностью 33%. Можно заменить сметаной 25%. Добавляем 50 грамм теплой карамели. Все хорошо вымешиваем до однородности. Наша база для чизкейка готова. Выкладываем все на нашу основу. Она уже хорошо затвердела в холодильнике. Аккуратно разравниваем. Обратите внимание, что примерно сантиметр бортика я оставила, так как у нас будет карамель с орехами. Выпекаем чизкейк в заранее разогретой духовке при 100 градусах примерно 90 минут. Приготовим самую быструю карамель из ирисок. Вот такие плотные ириски нужно брать для ее приготовления. Сливки используем жирностью 33%. Сливки отправляем в сотейник с толстым дном. На среднем огне доводим до кипения. Как только довели до кипения, видим первые пузырьки, сразу выкладываем ириски. И при постоянном помешивании растворяем ириски в сливках. После того, как ириски полностью растворились, провариваем еще 1,5-2 минуты. После этого сразу снимаем карамель с плиты. Вот так выглядит свежесваренная карамель из ирисок. Сразу переливаем ее в другую емкость. По мере остывания она будет становиться все плотнее и гуще. Вот так выглядит полностью остывшая карамель при комнатной температуре. Если вы поставите ее в холодильник, она станет еще плотнее. Теперь нам необходимо смешать фундук с карамелью. Я не измельчаю фундук слишком мелко, вот иногда попадаются такие даже цельные орешки. К фундуку добавляем карамель и тщательно перемешиваем. Для того, чтобы проверить готовность чизкейка, постукиваем по противню. Дрожать должно только 4, примерно 5 сантиметров в серединке чизкейка. После того, как чизкейк будет готов, полчаса остужаем его в чуть приоткрытой духовке, а затем до полного остывания при комнатной температуре. Затем убираем его в холодильник на стабилизацию минимум на 5 часов. Карамель с орехами наносим на чизкейк, который уже полностью остыл и отстоялся в холодильнике. После того, как вы нанесли карамель с орехами, отправляем в холодильник примерно на 30 минут. Если у вас не получается распределить карамель по чизкейку и вы видите, что она слишком густая, можете импульсами немножко подтопить ее в микроволновой печи. Она станет более мягкой и податливая в работе, и вы с легкостью нанесете ее на чизкейк. Ну и, конечно же, покажу вам разрез этого чизкейка. Он имеет очень богатый, насыщенный вкус. Карамель из ирисок имеет более деликатный и изысканный вкус, нежели классическая карамель из сахара. И она очень хорошо сочетается именно с фундуком. Друзья, я вам очень рекомендую попробовать приготовить. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это помогает каналу продвигаться.